Привет, Юля. Привет, девчонки. Я перенесла все. Вчера сделала пробную трансляцию. У меня все получилось, все нашло. Компьютер все сделал. Я хотела с двух камер просто вести трансляцию. А сейчас все как заколдованно и не смогла ничего сделать. Почему-то у меня не запустилась камера сегодня. Я так и не поняла, почему. Привет. Привет. Всем привет. Зоя, Наталья, Оксана. Хотела сделать как лучше, получилось как всегда. Сейчас покажу. О, у меня даже камера, я приготовила телефон другой, камеру приготовила, чтобы вести трансляцию как с двух камер, чтобы было прям здорово так общаться с вами. И в результате вообще ничего не получилось. Эта камера у меня плохо держится на телефоне. Не. Короче, сегодня будет трансляция такая. Наталья, привет. Марина, привет. Должно быть, зато я подключила сегодня через шнур. Юля уходит. Вчера была дома, а сегодня ухожу. Оксана, да, всегда так бывает. Да, вот когда задумал что-то такое прям произвести. Главное, я все... Юля, тогда до свидания. Спасибо, что дождалась. Поприветствовали друг друга. Так, промучилась. Я перенесла все в другую. Юлия, привет. И все равно он виснет. Хотя я сегодня сделала от кабеля интернет. Вот принесла, воткнула кабель. Сейчас. Так. Сегодня мы будем плести мельницу. Оленька, а ты не хочешь в четверг курочку сплести? Девчонки, курочку я буду плести через неделю или через 2. Я еще ту, которую я хочу, я еще не придумала, мне некогда. Наталья пишет, это YouTube всем так делает. Может быть. Вот у меня, я плела мельницу, у меня получилось очень большого размера, это еще прошлогодний у меня стоит, вот сразу ошибку, то что, сейчас, вот видите, бутылка там болтается, слишком большая, получилась широкая. То есть надо вот, чтобы... Или если вы будете плести под спиртное, которое у вас уже есть, вот мало ли какая там бутылка маленькая бывает, тогда смотрите по своей бутылке. А так вот размеры тоже разные, поэтому вот здесь вот, если вы будете стопочки вставлять, тоже надо вымерить размер, чтобы стопки вставились. Так, заготовила трубочки, взяла с этой трансляцией... Я даже трубочки как следует, я их только посчитала, вот увлажнила, еще даже в файл не вставила. Думала, все сейчас раз и подключится, и ничего не получилось. Ирина, здравствуйте, Ольга, здравствуйте все, всем хорошего настроения, очень рада попасть на трансляцию. МК смотрю, вот на трансляции впервые. Тверь. Доброе утро, Тверь. Девчонки, значит, это не моя вина вообще интернета, потому что если виснет, вот у меня на ноутбуке сейчас виснет, это уже проблема на самом ютубе, потому что у меня подключенные через провода компьютер виснуть вообще не должен, он к роутеру напрямую подключен. Так, Юля, вчера совушки глазки доплела, хлебницу красавицу и начала напольную вазу. Вот ножки из пла, хочется какой-то узор на самой вазе, но какой пока не решила. Да, вот с решением какого узора делать, это вот вообще... Что я делаю? Что я делаю? Я наращиваю трубочки. У меня будет крестовина. Я делала 4 на 4. Ну, так... Нет, 3 на 3 буду делать крестовину. Наращиваю трубочки. Надо плести, будет, получается, быстрее. Времени-то отведено столько же, сколько должно было все получиться, и никак. Странно, что так зависает интернет.
Так, я потеряла свои ножницы. Вот они. Так, Ольга, тезка, привет. А также всем доброго дня. Мне немного виснет, все будет хорошо. Казахстан. Здорово, наша география расширяется. Греция, Тверь, Казахстан. И я приветствую вас из своего маленького города Мценска Орловской области. Юля пишет, кстати, позавчера начинала 3 раза одна из наших мастериц, но толком ничего не вышло. Ну, первый раз он всегда такой. Лена, это, наверное, Лена выходила, она вот через эту программу, что я сейчас пыталась выйти, и тоже у меня ничего не получилось. Я выхожу с телефона. Таллин, Эстония с вами. Любовь, доброе утро. Доброе утро, Таллин. Так, сейчас я сделаю, чтобы вы видели стол. Лена, не хотела я рекламу делать. Да, спасибо, что не хотела. Не хотела, но Лена, Алла, Алена, кто еще, Лада. Это девчонки, которые... Я мастер-классы сама смотрю и учусь, поэтому... Не знаю, я не вижу ничего страшного, что... Единственное, что вот не хотелось бы, чтобы давали... Мне вот сегодня написали в комментариях, я сделала видео по покраске трубочек, потому что ну, очень хочется попробовать с дюфой, конечно, потому что я вижу, что трубочки совершенно другого качества у девчонок. И поэтому очень хочется найти то же самое без дюфы, потому что, ну, нету у нас ее, дюфы. И написала мне девчонка в комментарии, совет дает, что надо... У меня спрашивают, что такое пропитка. Она дает совет, что вот надо клей ПВА развести с водой, и будет вам пропитка. Я в таком шоке была. Я говорю, и что? Я говорю, ну, конечно, не получится, потому что трубочки будут дико жесткие. И вообще, кто ж это, говорю, ну, уже готовое изделие так обрабатывается, но не трубочки, не красятся. Говорю, зачем давать такие советы? Вот она такая... Я не поняла, если честно, что это было, и зачем человек дает такие советы. Я понимаю, что если посоветовали, ну, что-то нормальное, а так человек, который не знает, сделает и больше никогда вообще к плетению не притронется. Поэтому не хотелось бы просто, чтобы рекламу давали, ссылки давали на то, что сами не попробовали. Я не знаю. Потому что я за свой канал вроде как отвечаю, и за информацию, которая с моего канала вы получаете, я тоже за нее несу ответственность. И не хотелось бы, чтобы кто-то вот такую бяку делал. Так, Юля, все ушла. Ирина, а у меня в Орле родственников много. Ну, здорово. Болгария здесь. Здравствуйте. Здорово. Ну, вообще, всем привет. Здорово. Ольга, поддержим нашу Олю, пальчики вверх. Спасибо за напоминание, за поддержку. Спасибо. Любовь. С дюфой трубочки классные, но в Сталине тоже нет. Я тоже сейчас все пробую на замену дюфы. Да, я просто посмотрела, как девчонки плетут, и проблемы вот моих, например, косичек, теперь я точно знаю, что косички нормальные, принцип нормальный, а вот обработка трубочек, потому что вот я сейчас эту Сенеж покупала, вот с ней делала обработку, наплела косу, совсем другого качества коса уже получается, не настолько, конечно, хорошая, как хотелось бы, но не всем же везет бывать Леруа Мерлен. Ирина, всем привет.
всем уже говорила, говорю еще раз. Интернет теперь не по моей вине барахлит. Я так раньше на себя грешила. Делаю крестовину и оплетать буду ситцем в начале. Что у меня просто... У меня, во-первых, проблемы со связью. Постоянно перезванивать приходится. Но это мне объяснили, что дом углом стоит, поэтому связь экранирует. И ну, сбрасывается звонок. Я думала, что интернет у меня... Сказали, что нужно поменять роутер. Хотя роутеру года 2, наверное. Но у нас как развивается наша... Как это... Прогресс вперед шагнул, что уже роутеру 2 года, он уже считается стареньким. Надо новый. Купила кабель, протянула, чтобы сделать нормально все. Нет, все равно виснет. Любовь пишет: Ольга, я уже доделала цветочки по вашему МК, гофру бумаги накупила разных цветов, очень нравится. Спасибо, здорово. Да, потому что сами можем себе сплести корзинку нужного размера. Теперь надо в эту корзинку чего-то укладывать. Вот цветочки. Тут провозилась с трансляцией. Не настроилась на плетение. Трубочки разбегаются. Так. Камера почему-то далеко. Я через камеру вас ничего не вижу, что я вам показываю. Крестовина у меня разболталась. Вот в самом начале крестовину надо обязательно вот это вот, то, что вот она разболталась, подтянуть. Иначе здесь зазоры появятся большие в донышке. Поэтому надо подтянуть и поправить. О, Лена, привет, народ, что плетем? Лена, привет. У меня тоже плетем мельницу. Хотела сегодня тоже выйти через эту программу. Скачала, вчера настроила, все замечательно. Кабели накупила, все сделала, и у меня тоже не получилось. Пришлось выходить просто с телефоном. Нравятся ваши мастер-классы. Успехов, здорово, спасибо. В Болгарии дюфа нет. Практика любое строительное использую. Ну вот, я понакупила вчера всего, что у нас есть в городе. Не вчера, а вот на неделе, на выходных. И теперь буду использовать все, и тогда расскажу, что и как. Единственное, что вот новую пропитку я купила, она, конечно... Почему-то при покраске с ней она склеивает скрутку, все нормально, а при обработке, вернее, использовании ее вместе с морилкой, она вот вчера у меня все расклеилось. Зоя, сижу в деревне 2-ю неделю, накрутила трубочек, нет ни краски, ни пропитки, хочу просто увлажнить и попробовать сплести что-либо. Получится? Да, получится. И, в принципе, вообще будет неплохо. Сплести можно и которые с принтом трубочки. То есть не выкидывайте. Вот, особенно если вы только начинаете плести. Или вот, например, еще не пробовали какое-то изделие плести и не знаете, сколько трубочек нужно уйдет. И вообще рисунка еще не знаете. Пользуйтесь такими, без обработки, без всего. Потом это можно все обработать грунтовкой. И хотите, так оставьте. Хотите любой, как сказать, акриловой краской можно покрасить, конечно. Не знаю, не пробовала. Вот готовую вещь из пульверизатора красила. А можно купить, вот я купила краску в пульверизаторах, такая продается. Я видела, красят так. Тоже попробую, покажу. Получится. Ирина, а лак есть у МК Ольги Рожковой лаком. То мы все плетенки обрабатываем. Я только феном не сушу, а складываю в пакет. Да, вот я по мастер-классу Ольги Рыжковой и
В пакете сначала с лаком их перетряхиваю. И фен жалко. Мы поняли. Пропитка хотела написать. Да, поняли. Скорее всего, Любовь, YouTube вредничает с трансляцией, что виснет безобразие. Конечно, но ничего, потерпим. Ну да, вот это уже не от меня зависит, потому что у меня все через провода. Даже если роутер плохой, через провода все должно быть замечательно. А почему? У меня с утра вообще никогда проблем с интернетом дома не бывает. Вечером, да, может даже отказать в просмотре онлайн. Но чтобы вис интернет, такого еще не было. Ну, это вот... Так, плиту 5-й месяц. Ну, здорово. Классно. А еще чуть-чуть поплетете, и потом вообще скажете, что я уже и своей жизни без плетения не помню. Так, Рукоделкин Лена. Лена, я тоже приготовилась, мучилась для этой программы. Нужен хороший интернет и комп. Вот, да. Ну, не знаю, у меня вроде... Может быть, вчера просто был скорость интернета другая. Я даже не знаю. Сегодня он мне пишет, что сервер не... Делаю то же самое, и пишет мне, сервер не найден. Почему не найден? Я так и не поняла. Это надо сидеть и разбираться в интернете опять. Подвела эта программа. Поэтому вот сейчас я просто веду трансляцию с телефона. В телефоне включила начать трансляцию и... Виснешь периодически. Да, Лен, я вижу, я смотрю в этом, на ноутбуке. Ноутбук у меня стоит для того, чтобы я там чат успевала читать. А то на телефоне быстро сообщения пропадают. И не видно. А там все время чат открыт. И я просто смотрю так же, как и вы смотрите сейчас. Только без звука. Поэтому я вижу, что он виснет. Это надо... Уже не хватает знаний. Все так быстро изменилось. Да не то, что изменилось, а вообще меняется очень быстро все. Что просто не успеваешь за этой техникой. Так, когда я делаю крестовину 3×3, чтобы много ситцем не уходить в плетение, все, уже здесь достаточно для разведения. Места для разведения по одной. И я буду разводить трубочки по одной. Добавляю трубочку дополнительную для веревочки в 2 трубочки. Добавляю, прижимаю пальцем пока, чтобы она не выскочила. Развожу стойки и начинаю плести веревочку в 2 трубочки. Надя пишет: добрый вечер, у нас уже вечер. Очень рада, что есть возможность смотреть эфир. Ничего себе. Татьяна, всем привет. Оленька, очень рада снова вас слышать. У нас доброе утро. Лена пишет: я тоже так делаю, чат в ПК. Ну да, вот. Но у меня вот не хватило времени, чтобы посмотреть трансляции. Я на первой смогла зайти, а потом... надо кушать же, готовить. Много народу дома. Семья собралась, надо всех накормить. Там уже не до того, что смотреть. Я когда на кухне нахожусь, я даже не пытаюсь на свой канал переключить программу. У меня то ребенок смотрит, со мной сидит, рисует, пока я готовлю, то муж смотрит. Поэтому я вообще ничего не смотрю. Я их слушаю, они все рассказывают. Любовь пишет: а у меня скоро год будет как плиту. Прям не представляю себя без плетения. Так хочется много сделать. Да-да-да. Иногда думаешь, почему в сутках не 20... Нет, 25 мало. Часов 30. Еще желательно, чтобы спать вообще не хотелось. Было бы вообще здорово.
Любовь, я недавно только Изиду попробовала. Ну и как вам? Мне кажется, вообще классная загибка. Я тоже долго пренебрегала ей. Но мне казалось, что она такая же, как и розга. И я ее не... Ладно, вы плетите, девочки, а я пошла завтракать. Если хотите, приезжайте на чай, у нас утро. Приятного аппетита, Лена. Интересно, кто придумал этот способ? Ведь прутиками деревьев не сплести то, что можно бумажными. Да, я с вами полностью согласна. Мне всегда... Я уже 1000 раз говорила, что надо памятник поставить тому человеку, который придумал плетение из бумажных трубочек. Потому что, во-первых, это доступно. Во-вторых, если не обрабатывать плетение... Кстати, вот насчет обработки плетения, обработки трубочек. Когда я выпустила видео, как я рассчитываю стоимость, то, что я в стоимость изделия закладываю цену трубочки 1 рубль, это я пока не закладывала, пока не покупала пропитки. Пока я обрабатывала лаком. Ну, при покраске добавляла лак. В принципе, лак, колеры не настолько дорогие, как если покупать пропитку. Поэтому вот то, что там, ну, мне написали, что мастера закладывают по 2 рубля, они, в принципе, полностью правы. Потому что если посчитать обработку трубочек, качественную покраску и качественную обработку, то выходит очень дорого. Так, здесь я, потому что само основание будет внутри, здесь будет не видно вот этого перехода, поэтому я ряд закрывать не буду. Буду плести дальше, чтобы не сбиться. Единственное, что я срежу на стоечке уголок, чтобы видеть, откуда ряд начался. Я еще не могу так определять. Мне нужно, чтобы вот он был. Я постоянно забываю. Поэтому лучше одну срезать и быстро находить начало ряда, когда надо посчитать, сколько рядов. Так, Лена, спасибо. Да-да-да. Удачного чаепития. Любовь, очень классная. Изида на коротких стойках. Это здорово. Да, Изида просто вот из-за того, что не нужно наращивать стойки при плетении, что она закрывается на коротких, еще и на разных. Просто супер загибка. Лена спрашивает, а где вы живете? Я живу город Мценск, Орловская область. Такой маленький город. Родина, у нас здесь Спасская Лутовиново есть. Родина Тургенева. Такой. Юля, всем доброе утро. Привет, ты нас нашла, Юля. Я прыгаю из трансляции в трансляцию. Та, которая была в самом начале, у меня не получилось сделать. Вчера все получалось, а сегодня он сервер какой-то не нашел. Для меня это лес дремучий. Потом тогда кто-нибудь умный придет, расскажет, что он от меня хотел. И куда я залезла, и какую кнопочку нажала, что он не захотел выходить в эфир. Юля, вы модератор, может и ко мне тоже. Да, модераторы очень нужны, чтобы читать сообщения, когда эти сообщения прочитать некогда. А то есть такие люди, не знаю, зачем они ходят по эфирам, пишут гадости, но все люди разные, поэтому надо от них как-нибудь защищаться. Любовь, вчера я первый раз велосипед плела, хорошо получилось. Ну, здорово. Юля, еле нашла. Да, мы хорошо прячемся. Так, Надежда. Всем доброго утра. Красота какая получается. Сначала пропустила, но я все потом на ютубе пересматриваю. И ваш канал вообще люблю. Там столько полезного. Спасибо. Здорово. И вам спасибо за внимание.
Я сама люблю смотреть прямые трансляции, когда сидишь, плетешь и включаешь, и там разговаривают, что-нибудь рассказывают. А, так, я решила с вами чай попить, а то скучно. Да, Лен, хорошо. Прямые эфиры чем хорошо? Вот я обрабатывала все изделия свои. Чем я обрабатывала? Делала, разводила этот клей ПВА с водой. И вообще мне было нормально. Ну, я даже внимания не обращала, что качество портится, что... А тут с прямыми эфирами мне сразу рассказали, что я и как. На прошлом эфире, когда мы плели дурбаскет, подвесную корзинку, подсказали, что вот ручку можно вот так вот сделать. Ну, это здорово. Столько идей сразу у всех появляется. Поэтому прямые эфиры очень нужно. Даже вот если, когда плетешь, послушать, что мастер рассказывает, очень интересно. Я думаю, скоро мы дойдем до того, что у нас будет не просто запись, а голограммы, эффект присутствия. Мастер будет появляться дома. Совсем недавно 3D появилась. Я помню, мы на Аватар ездили с ребенком, сколько ей было, 8, наверное, 2008 года, 8 лет моей старшей было, девочке, дочери. Мы ездили в Орел, смотрели, в шоке были, первый раз 3D, это, конечно, классно, это круто. И я вообще помню, что вот вышли из кинотеатра, еще разговаривали, что вот, скоро, наверное, телевизоры появятся 3D. Чтобы... Ну и прошло буквально сколько? Года 4 мы себе такой же телевизор купили 3D, что можно теперь дома посмотреть. Так что в скором будущем, мне кажется, будет как во «Вспомнить все». Он там, она, вернее, девушка занималась с тренером. Чем она? Бадминтоном? Не бадминтоном, теннисом. Так и мы скоро будем заниматься. Классно. Зато тем, кто будет учиться, вообще здорово будет смотреть. Любовь пишет: я сегодня такое же донышко плела для конфетницы ПМК Ирины Черковой. Очень красивое донышко. Лена, а меня про всю мою жизнь расспросили, не так про плетение, как про жизнь. Ну да, просто многие про мою жизнь уже знают. Ну, прямые эфиры, здесь ничего не вырежешь. Вот эти вот мелочи, которые нужны по плетению, ну, они происходят, они посмотреть, заходят так, пообщаться, узнать что-то новое, да, и про жизнь в первую очередь. Мне тоже интересно. Сядем за стол и будем плести в голограмме. Да-да-да. Татьяна, у нас в городе Дюфа нет, а пропитка стоит больше 800 рублей баночка. По-моему, в ней грамм 700-800. Обалдеть. Нет, у меня вот... Я покупала вот 0,9 там, получается. Одна 360, другая 410, что ли, рублей стоит. И то это очень дорого. Я... Ну, попробовала при покраске, да, здорово, но добавлять при обработке я буду ее, когда надо загибку какую-нибудь сложную, типа вот косички или еще что-нибудь плести. Потому что, ну, это очень дорого. Тогда действительно плетение будет золотое. Плетеное изделие, которое выйдет. Так, Надежда, Лена, нам же интересно, кстати, я и у вас частые гости на ютубе, в инстаграм, есть чему поучиться. Спасибо. Надежда, очень приятно. Да, все мы, женщины, нам все интересно. Мне даже вот
на прямых трансляциях захожу, когда смотрю, вот ребята, братья Коваленко ведут, я у них постоянно ну, смотрю, но только я не могу смотреть их в прямом эфире, я смотрю их в записи постоянно. Вот мне, например, даже вот интересно, какая бы, вот, чтобы они показывали погоду, какая у них сейчас в данный момент, когда они там сидят. Ну, интересно, ну, все интересно. Даже вот я говорю, погода за окошком. Поэтому мне очень хочется сделать, чтобы у меня была трансляция, чтобы с нескольких камер, и чтобы по весне сидеть, заниматься вообще при открытых окнах, чтобы слышно было, как птички поют. У нас тут сквер рядом. Ну, точнее, не рядом, а у меня под окнами сквер проходит. Все зеленое. Это сейчас некрасивое. Так, надо померить. У меня вот такая вот... Так, сейчас. Куда дело? Ага. Зоя, я поняла, что клеем ПВА не грунтовать, а куда ее можно применить. Недавно купила целую бадью. Чуть не проплела лишнее. Вот у меня, я килограммовый клей еще, когда ПВА, вот такой вот. Чтобы было легче вынимать, я сделала картонную вставку. И буду сейчас поднимать стойки. Сейчас доплету. Так, не то, что поднимать стойки. Сначала я добавлю стойки для того, чтобы плести. Так, где у меня? Сейчас я найду. Сейчас, секундочку. А, вот я как раз доплела до конца. Сейчас я добавлю стоечки, чтобы поднять вверх. Добавляю в плетение на клей. Ну, хорошо, что я сделала крестовину 3×3, потому что и так расстояние небольшое получилось. А если 4×4... Так. Надя, соратников по плетению очень мало, и ценителей тоже мало. Ну, ценителей плетения вообще в основном вот у меня уже просят, когда уже надо плести корзины из лозы. Иди, сходи в лес, набери лозы и плети. Я говорю, я бы с удовольствием, но меня пока вот ребенок не пускает. Как я же не могу уехать собирать лозу на час. Я в обед ее забираю, потому что у меня совершенно не садовский ребенок. Потому что она очень часто болеет, ото всего простывает. Поэтому я ее забираю, ну, хоть до обеда, чтобы ходила в садик. Все занятия до обеда проходят. Хотя она сейчас уже выросла и просится, чтобы я ее оставляла со сном. Ну, вот сейчас еще нет. После болезни сидит дома. Да и сейчас такой возраст у нее. Лишние полчаса поспит, потом ее вечером не уложишь. Не то, что не уложишь, лежать ты не заставишь, будет прыгать. Так, Юля пишет, я в Москве брала дюфу, 2,5 килограмма, стоит 1000 рублей. Дюфа 2,5 килограмма, 1000 рублей. Это, ну, в принципе, это вообще нормально. Так, 2,5 килограмма. Там вся жизнь в Москве. Девочки, а я... Так, ну вот, отрекламировалась. Ну, ничего. Так, ой-ой-ой, как быстро убежали все сообщения. Девочки, а я без дюфа прекрасно обхожусь, работаю с лаком. Да, ну вот... Меня не устраивает обработка лаком трубочек при плетении кос. Я очень хочу, чтобы косы были без заломов, а у меня не получаются вообще. Принцип я поняла, могу рассказать, но они у меня все с заломами. Теперь надо просто довести до ума обработку трубочек, и будут они у меня вообще крутые. А так, да, обработка лаком, в принципе, вообще покраска лаком. С лаком, я имею в виду. Но вот у меня пропитка белая, вот Сенеж, которую я купила, ну, она не очень хорошая пропитка это. А вот
Aquatex белая кроющая, она вообще замечательная. Я с ней красила трубочки зеленые, красные. Они не дают столько заломов при плетении, они не ломаются. Плести ими приятно. Ну, она такая классная. Так, Лена пишет, погода гадкая, дожди. Дожди. А у нас снег идет. Вчера столько снегу намело. Надечка опоздала, но рада, что попала на трансляцию. А тут еще и Леночка. Часто бываю у нее. Да, я тоже вот, ну, интересно, заходила. Тоже послушать интересно, но у меня мало было. А то бы я зашла посмотреть. Вообще интересно, и как с программой с этой работать. Но я думаю, что мы научимся. Так, я добавляю стоечки по одной каждой стоечке, потому что эти сейчас уйдут на тарелочку, а эти уйдут вверх, на стакан. Так, Оксана. Лоза очень трудно дается, жестко, и столько надо для обработки. Ну вот у меня сейчас мысль сходить по весне. Она же, ее не надо варить, весенний пруд. Вот только надо узнать еще, с какого времени он чиститься начинает. Соковый пруд можно не варить, просто чистить. И им, когда высохнет, размачивать и плести. Я хочу такой попробовать. Ирина пишет. Каждый мастер плетения дает что-то свое. У каждого можно многому научиться. Поэтому не надо обращать внимание на людей, которые пишут гадости, они просто завидуют. Ну да, это я полностью согласна. Еще бы, если, как сказать-то, если бы писали еще что-то отдельное. А то вот я сегодня уже жаловалась, что мне вот прочитают такого вот мастера, который написал мне, что надо красить с лаком, с клеем ПВА. Я вообще в шоке была. Как хоть можно было до такого додуматься? Красить с клеем ПВА в трубочке. Какое дно шикарное, и это в мельницу не будет видно такую красотень. Ну да, что же делать? Без донышка мельницу оставить. Татьяна, не с чем сравнивать. Обрабатываем тем, чем есть. Лена, Ольга положительный мастер, с ней можно и поболтать. Спасибо. Спасибо. Я то же самое могу сказать и о тебе. Так, разводить я начинала отсюда. Да, вот она моя стоечка. Надежда пишет, я ВГТ покупаю. При обработке трубочек к лаку с водой добавляю жидкость для мытья посуды или бальзам для волос. Трубочки получаются мягкие. Да, вот когда был какой-то эфир, я уже не помню, посоветовали. Я теперь тоже при обработке, помимо лака, добавляю тоже бальзам и жидкость для мытья посуды, чтобы они не склеивались. Алла, доброе утречко всем. Да, доброе утро. Ирина, многие для загибов, заговариваюсь, все, девчонки, многие для загибов вставляют в трубочки леску, получается здорово. Да, я знаю, что вставляют. У меня прям уже Лена открыто, Лена, говорю, Юля открытым текстом говорит, вставь в трубочки леску и не мучайся. Но мне так хочется, чтобы они без лески вот такие были классные. Так, я доплела и до стоечки, с которой начинала, так, и которые длинные сейчас вставляла, поднимаю их. Да, они получаются чуть-чуть длиннее, вот, чуть-чуть длиннее, чем вот такая. Вот их буду поднимать, потому что на тарелочку так не очень много нужно будет. Так, поднимаю вверх. Любовь пишет, на столе не только дюфа нет, но и потребительской бумаги.
Ну, вот у нас она есть, но она что-то стала очень дорого стоить. Поэтому сейчас чуть-чуть потеплеет, чтобы была возможность по городу мотаться. Надо узнавать другую бумагу. Сначала я, потому что через интернет я пока не хочу пробовать заказывать, потому что это лишние траты на пересылку. Так. Ирина, девчонки, кто каким клеем пользуется? Купила клей Момент ПВА с добавкой пластификатор, но влагостойкость. Так, я не могу сказать, потому что я пользуюсь одним клеем. При накручивании трубочек я вот показывала тюбик красный ПВА в канцтоварах, который продается. А больше и титаном. То, что рядом продается, то... Так, сейчас последние. И завяжу. Ольга, здравствуй, Леночка. Я пропустила, почему не надо грунтовать ПВА. Ольга, ну да, Лен, я смотрю мастер-классы. То, что интересно, тоже интересно. Все мы учимся друг у друга. И чем больше, мне кажется, мастерам надо просто общаться друг с другом, а не злить. Ну, я не знаю, почему. Там те, которые мастера, ничего ни у кого не воруют и спасибо говорят, почему бы нет? Если они сами до этого додумались, почему бы не снять видео, если им интересно, и сняли. Если вот я где-то нашла, меня это зацепило, и я сделала мастер-класс, почему я не скажу, откуда я это взяла. Мастер замечательная Светлана Зуева, у нее столько идей и мастер-классов ВКонтакте, она на странице на своей дает. Вот про самовар я у нее в своем видео давала ссылочку, откуда я взяла ее, эти подставочки я делала. Лена, загибка и без лески может быть классной. Просто надо трубы сделать классными. Это не я придумала, а плетуны с большим стажем. Да-да-да. Лера, всем привет. Рада вас услышать. Приятно смотреть, как вы плетете. Спасибо большое. Лена, надо просто учиться. Ну, я думаю, научимся. Да-да-да. Как говорит Елена Гайнанова, надо сплести эту косичку раз 50. И она начнет получаться. Татьяна, Лена, учимся, спасибо за советы. Надежда, девочки, я знаю, некоторые мастера плетут из бумаги пищи 60 грамм, а мне не понравилось, хоть и крутила на спицу 1,2, все равно все трубочки. Ну, 60, мне кажется, очень плотность такая уже большая. Алла пишет, Оленька, привет, всем девочкам тоже привет. Вот Алла к нам присоединилась. Привет. Алла, как продвижение с твоими прямыми трансляциями? Плету третью зиму, летом на даче не плету. И только сейчас в МК учусь ровному плетению, наращиванию, красивым переходом рядов. Оказывается, это важно. Работая аккуратно, стали отличаться от первых. Ну, будем плести. С нашими огородами, дачами. Ирина, доброе утро и добрый день. Просто зашла посмотреть и поздороваться, пожелать всем хорошего дня. Здорово, спасибо. И вам тоже хорошего дня. Лена, да, я тоже про Гайнанову говорила, она мой вдохновитель. Да-да-да, она, наверное, вдохновитель всех. Я как посмотрю на ее кружки и косы, и у меня прям... Не, ну иногда наоборот у меня бывает, что я неделями не могу смотреть на то, что я сплела. Потому что, конечно, это... Ну, у нее получается сейчас в Инстаграме в 2015 воспоминания, вот как сейчас публикуются воспоминания. 2015 год, она плела такие вещи классные. То есть мне опыта еще лет 5, чтобы получались такие же классные штуки, как у нее.
Алла пишет, Оля, пока глухо, езжу каждый день с внучкой, сижу, что-то разболелась, она у нас. Вот, у нас что весь город болеет. И получается, сколько уже, под Новый год я тоже заболела вместе с дочерью, то она никак полностью не выздоровела еще. То кашель, то нос заложен. И у меня то же самое. То кашель ниоткуда, то горло закладывает опять. Хотя уже полтора месяца получается. Лена, она 6 лет плетет уже и без лески. Ну, это вот как на пьедестале ее изделия стоят. Вот. Всегда есть к чему стремиться. Это называется «есть идеал». У нее классное сочетание цветов она подбирает. И классное плетение ровное, без изъянов. Там, ну ничего. И мы также потом будем. Еще лет 5 проплетем. Так, Ольга, у нас в Украине, в моем городе тоже нет прозрачной дюфы. Нашла альтернативу. Восковая пропитка для дерева польской фирмы Люкс Декор. Развожу 1 к 2. Дюф больше не ищу. Трубочки как кожаные. Ну вот, Бог даст, и мне повезет. Ну, белая пропитка, она все-таки белая тоже. Она хорошая, вот эта вот Aquatex, которая... Мне очень нравится она, то, что получается такие трубочки классные от нее. Но она белая. Я хочу еще, чтобы бесцветную какую-нибудь найти, и тогда будет вообще замечательно. Алла пишет, работает у Гайнановой суперский, только вот делилась бы она советами, а то никак не хочет. Ну, что ж теперь делать? Зато единственное видео и мастер-классы, которые у нее есть. Я вот, например, наизусть уже все выучила. В Украине есть дюфа прозрачная. Вот я не прочитала. Так, Алла, привет. Это ж твои бочонки шикарные. Вроде больше не видела, чтобы кто повторил. Нет, это вот Аллины бочонки шикарные. Нет, есть еще один канал. Я не помню, как называется. Там всего 2 видео по плетению. Там тоже есть у нее не бочонки, а эти горшочки. Горшочки и шляпная корзинка. 2 видео там на канале тоже есть красивые. Но такие вот, как у Аллы, еще я не видела, чтобы кто-то такие же плел. Классные. И загибка там суперская сделана. Ирина, девочки, а ведь по обработке трубочек есть отличные МК и у Лены, и у Аллы. Смотрим и учимся. Да, у всех то, что под рукой. Я вот когда искала то, что нужно, я пересмотрела, ну нету, если дюфы, я пересмотрела у всех мастеров, что кто не рекламирует, а советует, в какой пропорции. Потому что я, например, добавляла пропитку всего 1 ложку, а я выяснила, что ложка это 10 миллилитров всего. Вот я, как Лена, померила шприцем. А это, оказывается, всего 10 миллилитров. Даже Гайнанова советует 80 миллилитров на пол-литра. Это получается по 20 миллилитров надо на 100 грамм. Может быть, и от количества еще пропитки зависит. Качество. То я просто заэкономилась, слишком экономлю. Поэтому и не получаются такие косы. Так. Любовь. А я купила лазурь для дерева с воском. Они очень блестящие получаются. Ну, с воском, да. Алла, Надечка, я тоже не видела ни у кого. Показывала обработку с дюфой и лаком. Ну, Алла, вот это шедевр. Они просто классные.
Ольга, Олег. Это будет кувшин? Нет, это будет мельница. Кувшин я плести еще не пробовала. Мне так много задумок, мне так много всего хочется сплести, попробовать плести. Но сейчас на прошлой неделе 2 дня у меня ребенок был в садике, с ней сделать. Как мельница с ветряным колесом. Ну да, с этими лопастями такими ветряными. Вот саму мельницу я тоже еще не придумала, каким узором плести. Не то... Так, выскочила. Сейчас мы ее назад на клей поставим. Надо было просто раньше вставить на один ряд трубочки и закрепить, чтобы они подальше туда вошли. А я забыла, заговорилась. Просто получилось у меня не очень большие расстояния. Мне очень нравится вариант комбинации, где ситец на 2 плетется и сверху веревочка темная. Вот, наверное, вот так вот я и буду плести. Так, я не принесла, чтобы померить стопки, чтобы они вошли, сказать диаметр. Сейчас померяю. Зато и в этот раз трубочки посчитала. Все время что-нибудь забываешь. Лена пишет, ага, рук не хватает. Да, особенно если вот что-то увидел, сделал, хочется сразу сделать, а когда начинает, мам, ну мам, ну поди, мам, ну сделай. И забываешь иногда вообще, с чего начинал. Я эту корзинку грушей, которую еще когда дурбаскет плетла круглую, мне так хочется ее сплести. Я вот одну сплела буквально за 2 часа, пока дочь была в саду. А теперь она дома, я не могу доплести и снять мастер-класс. Потому что она все время дома. Любовь. Ольга, как долго вы плетете? Ну, вот я уже объясняла, рассказывала свою историю. Как все говорят, что вот люди, женщины себя в основном находят в декретном отпуске. Да, я когда была в декретном отпуске с Вероникой, сидела, листала, смотрела интернет, попала на плетение. Сначала, ну, сами понимаете, маленький ребенок, что там, разве можно там трубочки какие-то накрутить, посмотреть видео, если ты вечно не выспавшийся, и это сам себя не помнишь, что в это время. Поэтому получается, вот как она родилась, 6 лет уже ей будет. Можно сказать, что я вот занимаюсь 6 лет. Ну, то есть первое время я так, может быть, в месяц одно что-нибудь, пока накрутишь, покрасишь. А так, чтобы плести с заказами, на заказ, я плету год. Получается, год. Ну, уже получается... Первый заказ я получила перед прошлым Новым годом. На Новый год мне заказали. Я сказала, что я справлюсь. Вот эти кружки, конфетницы. И тогда я поняла, что я... То есть, если это взяться с умом, то где-то год, ну, 1,5. Раньше это было так, хобби. Причем я даже не то, что я даже не замечала то, что я делаю неправильно. Ну, где-то там тоже вот эти закрытия рядов, как Надечка писала, то, что вот не видела. Мне казалось, что это вообще все замечательно у меня. Так, сегодня до конца сделаете или все будете постепенно? Нет, я сегодня точно до конца не успею, потому что трансляция до 12 максимум, до начала первого, потому что мне идти в садик за моей дочерью. Я думаю, что сейчас я проплету донышко, сейчас принесу стопки, померяю, даже не буду, наверное, не знаю. Я знаю, что нужно крышу сейчас сделать, потому что она будет высыхать очень долго.
А доплести завтра. Ну, я даже не знаю. Крышу надо делать, чтобы было вот хотя бы вот так сплетено. Вот это у меня руки. Это, это я к трансляции, когда бегала, готовилась, у меня в лаке. Я их не помыла. Даже не видела. Нет. Наверное, даже будет по мельнице 3 трансляции, потому что крышу сделаем, и надо будет ее просушивать перед тем, как делать все остальное, декорировать. Не знаю, или не надо будет выходить, сами все смогут сделать. Не знаю. Я еще подумаю. Сейчас надо основание сплести. Наверное, да. Сейчас я сплету основание и покажу, что нужно приготовить для того, чтобы... Вот я завтра в эфире буду делать крышу для крыши. Сейчас стопку я еще принесу, чтобы померить, потому что внизу стопки, они же узкие. И я когда плела в прошлый раз, у меня получилось, она еле-еле вошла, потому что так она расширяется кверху, стопка так хорошо. А я хочу, чтобы мельница была вместе не с мешочками там внизу, с такими этими, ну... Поэтому вы смотрите, если вы будете делать декор, ставить, ну, лестницы какие-нибудь делать, мешочки, там, тележки, как училась эти мельницы плести у Елены Тищенко. Ссылочка под моим МК на ее видео есть. Вот когда МК у меня полный готовый, где на моем канале есть, я давала там ссылку. И у Лены там... разные варианты декора, там тоже и лесенки, и тележки можно выбрать, самим придумать уже. Мне нужно, чтобы стопки стояли, поэтому я буду плести под стопки. А то можно уже бортик здесь и, в принципе, еще пару рядов и закончить. Так, внутренний диаметр не сказала. У меня получился внутренний диаметр где-то 12,5 сантиметров. Так, я сейчас банку померю свою. Так, по которой плиту у меня диаметр 10, ну где-то 11 сантиметров. Так, у меня ушел чат. Ага. Алла пишет, еще бы времени в сутках было побольше. Да, 35 часов или 40, нам все мало. Так, у Оксаны что-то совсем виснет. Нет, у меня сейчас не виснет интернет. Лена пишет, трубочки считать это моя болезнь. Никогда не считаю, забываю, да и лень. Я их охапками считаю. Да, забываю, я тоже забываю трубочки считать. Вот мне сказали, что по обрезкам можно считать, которые в банке остаются. Но там же какое-то количество настойки уходит, а потом забываешь, где ты там стойки, ну, обрезал или не обрезал. Обрезки же, они все равно в банку складываются. Ну, хотя вот идея считать по обрезкам в банк, если 10 трубочек плюсом будет, я думаю, что это не столь критично, если их не хватит, например. Но это хорошая идея была. Мне на какой-то трансляции посоветовали. Так что если вот можно еще просто взять емкость пустую для этих обрезков и после трансляции их посчитать. Так, Лена, трубочка... А, да, все. Паулина, приветик. А мельница будет в виде шкатулки или светильника? Мельница будет в виде такая... Стакан здесь будет под спиртное, или можно, но она будет здоровская, она как интерьерная вещь, и можно использовать туда не спиртное поставить, а конфеты, например, наложить, подарить детям, ну, как оформление подарка будет. То есть использовать можно не только для спиртного ее. Надечка пишет, женщины еще и на пенсии себя находят. Мои коллеги в хоре поют и танцуют восточные танцы, и рисуют. На работу прикидывались ботанами на работе. Да, да, главное, когда времени остается на себя,
А то с работой и детьми времени пока вообще никак нету. Лера, а я люблю считать трубочки по 100 штук под резинку. Да, они классно, они считаются по 100 штук под резинку. У меня они в упаковках по 200-300, вот так вот. Просто дело в том, что когда красишь, я беру, ну, навожу состав, его же жалко выливать. И потом дербаню эти, то, что у меня, ну, посчитано уже лежит. А потом забываешь, откуда взял. А когда они уже, ну, скопом большим покрашены, потом уже не посчитаешь. Так, добрый день, Ольга. Какое расстояние между стойками на блюдечке? Галина пишет. Сейчас у меня расстояние между стойками. Извиняюсь, сейчас прибегу, стопки принесу. Все вроде принесла, а самую важную вещь забыла. Ну, у меня получается, мне еще плести и плести для моего образца. Поэтому вот и получается, что при прямых трансляциях идет больше общения, потому что, ну, сейчас просто нужно плести веревочку по кругу, и разницы, ну, получается, я ничего не рассказываю, ни про плетение, ничего. Есть время просто разговаривать. Рукоделкин Лена. Лена пишет. Ой, обрезки это нудно. Да-да-да. Не, ну если очень нужно и забыла, то можно и обрезками посчитать, в принципе. Просто я сегодня посчитала трубочек, сколько я взяла. Считать это всегда нудно. Ну точно. Надечка вчера по обрезкам считала после корзинки. Зато теперь знаю, что остатков хватит еще на одну корзинку. Выгодно знать количество. Да-да-да. Очень здорово. Алла пишет. У меня по обрезкам не получается. Обычно по 300 штук. Их резиночкой связываю. Потом считаю, сколько остается. Значит, остальные ушли на плетение. Ну, у меня вот, я считаю перед плетением. Лена пишет, у меня муж раньше считал, а сейчас и он не считает. Надоело. Трубочки. Нет, я в морозилке не храню, потому что, ну, говорят, что дюф очень трудно размочить потом. У меня, в принципе, трубочки я храню. Сейчас потрясет. Я сейчас покажу. Я просто перешла вот в другую. Вот мои трубочки. Они вот так вот у меня покрашенные, лежат, не обработанные. А те, которые нужно перед плетением... Так, сейчас я назад телефон ставлю. Угу. Все вроде хорошо. А перед плетением просто беру покрашенные, обрабатываю в том количестве, которое нужно для заданного изделия. И убираю, ну, поплела, если у меня еще осталось плетение, я убираю в пакет. Просто вот как они у меня в файле лежат. Сейчас они у меня в файле вот лежат вот так вот распущенные. Вот так вот, потому что я не успела, они не досохли перед трансляцией. А так я их в файл вот завязываю с двух сторон резиночками, закрепляю и просто в обыкновенный полиэтиленовый пакет, который в магазин ходить. И дня 3, 4, 5 они могут без дополнительного увлажнения, не теряя своих свойств, лежать там. Главное, не около батарейки. И тогда они будут нормальные. Но для того, чтобы сплести вещь, даже при том, что постоянно ребенок отвлекает, в принципе, возможно. Поэтому трубочки раньше пыталась что-то там покрасить много и в морозилку положить. Сейчас нет. Выгоднее получается обработать сразу. Они все-таки свежеобработанные, они гораздо, ну, приятнее в работе. Так,
У меня просьба сплести колосок. Видела на хлебнице, сделано... А, колосок. Это зубатка. На хлебнице я делала. Сделала Елена Тищенко. Там еще есть... У меня еще, я повторяю, зубатку. Еще в этом... Или это про хлебницу Елены Тищенко, которую я просто не видела. Или, ну, видела, наверное, скорее всего. Просто не помню уже колосок. Зоя. Я начала плести, когда нянькалась с внучкой в Москве. Сейчас в Чувашии, в родительском доме. Одна вот сижу, кручу. Ну, здорово, когда хотя бы вот в этом получается интернет. Вот я хочу, например, в деревню, но там интернета совершенно нет. И подключить ни один оператор туда. Мобильный, там даже мобильный телефон, интернет не берет. Надечка, Лена, не нудно совсем, один раз сделай, потом уже не сможешь иначе. Кончик же обрезаешь, левой рукой его держишь и направь руку в баночку, даже понравится. Ну да, вот у меня баночка стоит с обрезками. Но это, конечно, не до загибки. Потом, когда загибка, если это коса, трубочки валяются по всей площади, где это, докуда долетят при обрезке. Я кидаю обрезки отдельно, но считать не. Да иногда даже просто, если особенно делаешь несколько вещей сразу, пока одна, ну, сохнет, там какая-то операция, подклеили где-то что-то, потом другую надо взять, сделать. Получается, что трубочки путаются, и даже если посчитал, потом забываешь, и бумажки теряются. Я лучше потрачу это время на что-то другое. Да. Алла пишет, ничего себе залежи. Какие залежи, да. У меня этот клондайк тут. Лера, ого, какие запасы. Юля, девочки, классы ставить не забывайте. Плести и пробовать покраску и все вот это вот я начала, когда мне мама стала помогать с накруткой трубочек. То есть я научила свою маму крутить мне трубочки. Она вообще вяжет очень хорошо. Но так как вязание это, ну, дети выросли старшие, вот, моей сестры, племянницы, и не хотят вязаных вещей, таких, которые ручная вязка, потому что, конечно, сами не то, что не хотят ручную вязку, они хотят из тех ниток, которые доступ у нас есть, потому что нитки, конечно, вообще теперь, ну, не того качества, получается дешевле и выгоднее просто купить вещь. Во-первых, и вязка машинная, тонкая, поэтому мама моя осталась без своего любимого занятия, ей делать нечего. Она просыпается у меня в 3 часа ночи, и ей нужно срочно занятие было, поэтому вот она мне помогает крутить трубочки. Поэтому у меня такие запасы. С 3 часов ночи она мне это делает. Потом полдня, как получается, то с ребенком. Так, я тоже не считаю, под резинку кручу по 200 и крашу по 2, а считаю потом по остаткам. Сухие трубочки обрабатываю перед плетением других изделий. Ну вот, у некоторых людей просто это заведено, а у некоторых людей вот все как у меня. Мне буквально нужно полдня, чтобы навести то же самое, что и было. Надечка, Юля, спасибо, что напомнили. Рут разинула, про классы забыла. Спасибо за напоминание, потому что, ну, это
оценка моей работы. Важно. Для меня очень важно. Зоя, интернет мобильный. Да, вот интернет мобильный, только он у меня в деревне не берет. Я не могу даже радио онлайн там слушать. Ну, то есть там бывает несколько часов. Или надо ходить с телефоном. Ну, хорошо, хоть на деревья залазить не надо. Тогда надо было найти, как узел на канате завязывать. Я полдня провозилась, чтобы загрузилась страница. Я там как это, двор облазила, обижала, чтобы он страницу загрузил. Ну, это не город, мобильный интернет. Хотя у меня деревня всего 20 километров от города. Нету мобильного интернета. Олег, было бы красиво на природе сплести, сидя в траве. Ну, сидя в траве, я бы не стала плести, но на природе, вот в беседке какала плетет с кружечкой чая. Было бы здорово. О, у меня уже почти уже заканчивается. Так, Лена, точно плету частенько по 2-3 изделия за раз. Ну, вот, значит, я не одна такая. А у меня муж постоянно на меня ругается. Почему у тебя столько недоделок стоит? Ну, потому что вдохновение сейчас плести вот это вот, а это уже надоело, и не хочется дальше ее плести. Особенно если надо просто набирать высоту или, ну, как я сейчас плету. Потом, когда перебьют, так, ушел интернет совсем у меня. Так, я тоже Ольга пишет, я тоже начала плести, когда на пенсию вышла, очень нравится. Много чего хочется сплести, но времени мало и мастерства не хватает. Учись на мастер-классах. Спасибо, что мастера делятся своим опытом. На здоровье. Плетите с удовольствием, чтобы было желание, чтобы все получалось. Юлия, я живу в частном доме, плести на природе мне не понравилось. Все пылинки налипают моментально, и трубочки даже в файле пересыхают. Ну, вот. А мы о таких подводных камнях и не знаем, потому что мы дома плетем. Лена пишет, у меня муж крутит после работы. О, ничего себе! Где вы такого мужа раздобыли? А когда к маме еду, она мне тоже крутит. Надечка пишет, Лена, что правда муж крутит, так бывает. Ну да, я тоже удивлена. И у меня муж, пока я трансляции провожу, он с ребенком может сидеть. Но чтобы муж трубочки крутил, он еще и вяжет, научила. Обалдеть. Олечка, добрый день и всем, кто в чате. Я пропустила, сколько наплели уже. Еще вечером будет повтор. То же самое будем плести. Для тех, кто не может днем смотреть и общаться. Надечка пишет, я дядю предложила за деньги трубочки крутить, и то не хочет, работает охранником, времени вагон. Ой, да, вообще. Ну, мужчины они такие. Так, еще один ряд или два, и у меня тоже будет. А вдруг война, а я усталый. Ну, на самом деле, так вот, то, что по дому, там, электричество или с той же сантехникой, когда что-нибудь там случится с этими, блин, трубами, для меня это вообще, ну, с этим вот он быстро раз-два что-нибудь прикрутить, сделать. Вот мне для трансляции он делал
подставку. Он просто посмотрел, как я мучаюсь с записыванием своих видео. И вот сам придумал, сам сделал. Трубочки крутить он точно не будет. И вязать тоже. Хотя вот ребята же плетут. И у них, получается, из лозы-то плетут в основном. Ну, как в основном? Ну, в основном, да, мужчины. Потому что для женщины, которая Оксана Русская Ива, это вообще... Там по рукам видно, что человек работает, работает и еще раз работает. Так, для Динара. Олечка, добрый день. Вот, а я прочитала и уже забыла. Лена пишет, я его еще и гоняю, когда не успеваем под заказ. Ну, под заказ, да. Под заказ, если большой заказ бы был, я не знаю, может быть, и у нас... Так, сейчас. Крутанула, и чат убежал. Нет, мне же тоже интересно прочитать. Я не успеваю. Сестренка крутила. Я просто теперь не успеваю прочитать полностью все сообщение. Сейчас я вас догоню. Вот я сделала видео, как я красила трубочки на свою будущую дорбаскет грушу. И эти трубочки покрашены из того же варианта. Здесь, значит, смешанный красный колер, эбеновое дерево. Палисандр, по-моему, добавляла. Ну, короче, получился цвет-то, я не знаю, темный, как венги. Они просвечивают. Я красила трубочки с принтом. То есть вот это газетные трубочки. Здесь шрифт идет черный. Смотрится очень хорошо. Так, надо мне определиться, где у меня. Вот оно. Сейчас я доплету ряд и все, наверное. Динара пишет, что у нее мама ушла в мир иной, а то бы она крутила, помогала. Да, счастливо идти, пока... Мы вообще дети, пока наши родители живы. Сочувствую вам. Без мамы, конечно, тяжело. Оксана спрашивает, если по 2-3 изделия за раз плетется, куда вы их деваете? 2-3 за раз это вообще мало. Куда их можно деть? Их можно и подарить. Они вот стоят. Все праздники, все вот куда пригласили на какие-то мероприятия, всегда подарки, всегда под рукой есть. Вот. А остальное и тут же плетет такой же под заказ. Вот у меня я так же делаю. Потому что если что-то заказали, особенно если такого еще не делал, сразу по размерам можно ошибиться. Так, да, получается. Но у меня... Я люблю, когда 2-3 изделия хотя бы
Для себя надо запомнить, где что, какие хотя бы размеры надо вывести. А по одному сплетенному изделию размеров не выведешь. Так, все, стопочки мои влезли. Должны они стать хорошо. Так, не буду пока закрывать я загибку делать, потому что загибку сейчас сделаю. А что я не буду делать? Буду я делать загибку, потому что у нас же получается здесь... Ага, нет, я буду еще плести. Здесь же, правильно, здесь же будет еще вот этот вот заборчик, вот такой вот забор. И он еще съест, сколько, 2 ряда. 2 ряда еще надо проплести, иначе стопки не влезут. Да, и время идет, бежит, просто бежит. На природе можно и из лозы плести. Да, на природе все можно. Я в прошлом году себе делала дорожку, клумбы и, ну, плела из ракиты, которая растет, ее обрезали, тоже, она же тоже ива. Мы ее сначала опиливали по весне, а к осени там уже такие побеги выросли, волчки вот эти вот. Их когда обрезали, они, оказывается, весной только ломаются. Ой, весной, летом. Там, получается, сердцевина у них толстая, и они ломаются. А когда он созрел осенью, когда я делала, в августе я делала, замечательно, прям даже не шкуреные. Единственное, что они, наверное, теперь высохнут. Надо было дать им полежать, высохнуть, собрать. Ну, я тогда еще не знала, что неокоренный пруд надо тоже сушить. Надо было его собрать, поставить, и пускай бы сох. А в этом году... А то сейчас приеду по весне, они еще и прорастут, те, которые колышки я в землю вбивала. Но они вроде полежали там неделю, но мне кажется, что, наверное, мало. Она же такая, блин, гадость. Это ива. Это когда ее надо специально вырастить, она вредничает. А когда так, по-моему, из веточки, из любой примется. Девчонки, все, я совсем не успеваю. Это, как она называется, я промотаю чат, чтобы вас догнать. Потому что если кто-то хочет вопрос задать, продублируйте, пожалуйста, потому что ушел у меня чат, я не буду его возвращать, потому что время уже много, надо доплести и начать хотя бы чуть-чуть еще стенку плести. Не буду я читать. У Оксаны Русской Ивы видела крышку на купели. Это что-то... Она, как она ее таскала, непонятно. Ну да, вот спасибо, вот, что она снимала это видео, чтобы вообще хотя бы посмотреть. Это, да, я видела это видео. Я вообще видела практически все видео у нее на канале. Но купели это... Это вообще... Так... Надежда. О, мне нужен именно цвет венги. Я голову ломаю, чтобы такого накумекать. Есть колер. У нас сейчас вот прям продается вот такой вот. Я приготовила колер. Кстати, сейчас покажу. Вот у меня колер венги. Их раньше не было в продаже, а теперь вот прям нужен. В мока я добавляла венги. Получалось тоже хороший цвет, хороший такой. А если нужен венге еще цвет типа шоколад, вот такой вот, можно получить, если взять колер, например, коричневый, амарилку и беновое дерево. А колер, если нужно темный,
темное затонировать, чтобы были темные трубочки, к эбеновому дереву добавляете венги или темно-коричневый. А если светлые, берете колер кофейный, ну, посветлее просто. Я хотела вообще темно-бордовый. Ну, перепахала черного колера. А, да, у меня еще черный колер там. Я хотела получить цвет темно-бордовый. Он должен был такой красивый темно-бордовый цвет, но в результате у меня он получился почти черный. Колера было много, поэтому про эту покраску. Светлана. Доброе утро, Светлана. У нас уже 80. Ничего себе. Я даже и пропустила это. Так, Динара, Олечка, у вас спина не болит, когда вы плетете? Кто столько часов плетет, напиши. Кто сколько часов плетет, напишите, пожалуйста. Нет, спина не болит. Я то встану, стоя поплету. У меня не получается плести только вот когда ребенка нету рядом. А так, разве она даст много плести? Ей надо же принести, налить, покушать. Это она будет, то не будет. Ну, кому я рассказываю? Во, все, замечательно, хватит. А то и так уже получилась целая тарелка. Где у меня начало ряда? Вот она, сейчас доплету и все. Так, Надежда, нас 80, а пальчик вверху только 40. Давайте лайкнем. О, спасибо. Эва, я плету минут 20-30 и минут 10 лежу. С невралгией по-другому никак. Ну да, с невралгией это такая вещь. Сидеть. У меня вот очень сильно болела, как получается, шея. Мне, как он, шейный остеохондроз поставили. У меня немели руки, болела шея. Мне, ну, руки вообще огнем горели по ночам. Когда лежишь на подушке, спишь, и ночью и вставала, и растирала, и что я только не делала. Помог вот этот валик под головой вместо подушки. Свернула, положила, ничего не помогало, ни массаж, ни катание на бутылке, ни, ну вообще, мельгам уколола, и этот колола еще, комбилипен колола, что я только не колола. Ничего, и диклофенак. А вот валик сейчас, фу-фу-фу. Во всяком случае, боли в руках у меня больше нету. Так, Ольга, здравствуйте, я вчера начала плести мельницу. Здорово. Вот, мы сейчас вас догоним. Так, у Оксаны, как рассчитываете цену на изделие? Я уже писала, как я рассказывала, как я рассчитываю цену. Здесь получается цена очень... У нас в городе не могу рассчитать цену, чтобы... Так, сделаю я розгу попозже. Сейчас сначала сделаю начало рисунка. То есть, чтобы поставить трубочки ровно, чтобы они шли, я сплету обратно веревочку в 3 трубочки. Прямую и обратную. Сейчас быстренько сплетем. Просто ее будет неудобно плести, когда здесь чуть-чуть поднимется плетение. Закладываю 3 трубочки и плету. Так. Лена пишет: всем пока, надо уходить, ровных рядов и вдохновения. Спасибо, Лена. Спасибо, пока. Так, про цену я перескочила, не рассказала. Надо смотреть. Очень много будет зависеть от того, ну, как я вот скажу, надо цену трубочек, во-первых, я закладываю. Если обрабатывать их действительно пропиткой, выходит дороже. Там и 1,5, и 2 рубля надо смотреть за трубочку. Количество, которое ушло трубочек, надо смотреть. И, ну, а свою работу, ну как,
Если по-крутому, это же надо рассчитывать количество электроэнергии, которую я сожгла сейчас, делая эту, плетя это изделие. Количество, которое вот я заплачу за интернет, пока я там мастер-классы посмотрела или еще. Но это бог с ним. То, что я хочу получать там, ну да, 300 рублей в час, например, да, я хочу получать, заложить это в стоимость изделия. Вы представляете, сколько выйдет эта мельница, вот которую я плету уже 1,5 часа, она уже должна, одна моя работа стоит 600 рублей. Никак я не рассчитываю, просто прикидываю, чтобы по количеству трубочек. То есть моя работа практически бесплатная остается. Главное, чтобы трубочки не вышли, что у меня в минус еще по обработке. Сейчас в стране кризис, поэтому плести на заказ на это я пишу цену, какая вот меня устраивает. Конечно, она сильно занижена, но за эту цену я готова сплести, потратить свое время. А так я сейчас вообще, если нам было нечего делать, а сейчас пойдет огород, время становится очень-очень ценным фактором. Так как веревочек будет туда и обратно 2, закрываю ряд обязательно. У меня получается вот отсюда вышла трубочка, вот из застойчики, вот она, заложила я. И с этой, не доплетая одну, то есть вот отсюда уже вышло, до сюда мы дошли. Все, 2 перед, одну за. С другой стороны трубочки беру. Так, и все. И веревочка, получается, вот она закрылась, состыковалась. И теперь я проплету ряд обратной веревочки, чтобы получилась красивая косичка внизу. Динара пишет: желаю всем плетельщикам здоровья. Да, спасибо, спасибо. Здоровье — это самое главное. Из чего валик? Валик я делала сначала из детская подушка, вот эта плоская, которая к грудничку кладется, и из полотенца, потому что я посмотрела, когда нашла этого доктора, доктор японский человек, доктор, он не доктор, я не знаю, зовут его фамилия Ниши, через Н, Нина, Ниши. Я когда про него прочитала, и про его труд, и вообще в интернете столько валик по таким заоблачным ценам, и деревянные, какие только... Нет, вот взяли просто этот, я брала сначала полотенце, и полотенце скатывала и спала без подушки. Первое время было неудобно, но когда просто болит спина, и ты ложишься, и валик не вместо подушки валик, и ты ложишься на спину, и у тебя болит вот эта вот тянущая боль в позвоночнике вверху, которую ничем, просто никакими таблетками убить невозможно, позвоночник растягивается и становится вообще замечательно. А в этом году мы были у нас здесь в Витязево, в Анапе. Там на юге продаются эти валики из можжевельника по 100 рублей. Тоже прикольные. То есть из любого подручного материала можно сделать, попробовать бесплатно. У нас, так как в стране особо не приветствуются бесплатные вещи, особенно если они помогают. Поэтому его не рекламируют. Но мне помог. Вот он помог. Может быть, и вам поможет. Попробуйте. От того, что вы полотенце валиком, жгутиком сделаете и полежите на нем, хуже не будет. Андрей, всем привет. Привет. Смотрю, учусь, тоже кое-что выходит. Жена в восторге. В знакомых глаза на лоб. Трубочки на работе катаю за сутки, между делом 600-800 штук. Вообще здорово.
Есть такой мастер Ричард. Я уже давно не видела его работы. Я вообще давно и не заходила в страну мастеров. Но вот у него в стране мастеров были работы. Это просто шедевры. Он такие вот газовые баллоны оплетал. Такие у него шкатулки. И еще есть этот мастер Эльфат Хасанов сейчас тоже делает из трубочек, плетет сумки, сумки и короба. Тоже работы просто изумительные. Так что это классное занятие. Не только это женское, не только не обязательно это делать из лозы. Из лозы неплохо бы корзинки. А все остальное из нашего материала тоже будет классно. Андрей, глаза на лоб, это точно красочно. Да, здорово. Оксана, очень радуюсь за тех женщин, которым достались мужья, у которых руки растут из ношенного места. Да. Ну, просто у каждого свои таланты. Если они, ну, если они хорошие. У меня, например, муж вообще про вязание сказал, что он не понимает, как из узелков можно навязать и сделать свитер, например. И плетение также он не понимает. Ну, вот я, например, умею вязать, но мне вязать не нравится. И крючком мне не очень нравится вязать. Вышивать я умею, но вышивать мне тоже... Я посидела, повышивала, но это не мое. Я думаю, даже если бы кто-то, кому это не нравится, можно научить. Всех и медведей на велосипеде учат ездить. Просто главное, чтобы человеку это понравилось. У меня муж, например, рыбак. Он готов сутками сидеть с удочкой. Причем даже если клевать не будет. Вставать в 4 утра и ехать куда зря. Это, по-моему, тоже подвиг. Моих детей пригласили в гости, в семью, куда они впервые. Что дарить? Они подарили мою мельницу. Столько восторга. Мне потом передали особенно умилили мелочушки. Да, вот такие вещи, которые сейчас мы можем сделать, вот эти сувениры, их не купишь и не найдешь. Это здорово, конечно. Это эксклюзивные вещи. В магазинах и на рынке они не продаются. Можно приобрести только по большому знакомству у знакомых мастеров. Так, Наталья, привет из Мариуполя. Спасибо вам огромное за ваши эфиры МК. Вы не боитесь показывать косяки и как их избежать при плетении. Спасибо. И вам спасибо за внимание, спасибо, что вы понимаете, потому что первое, вот когда я банки оплетала, и у меня столько косяков вышло в этом, в принципе, что там хлебницу. Я не думала, что столько косяков вылезет. Я хотела сначала сплести мастер-класс, ну, сплести, показать мастер-класс, но потом мне стало просто... Ведь люди же начнут делать по-другому и будут на те же грабли наступать. И вот первые... Так, оторвалась у меня. Это называется договорилась. Оторвалась у меня трубочка. Поэтому надо... Спасибо, кто понимает, что это уже вот эти косяки показываются нарочно. Потому что если чистые мастер-классы, все из них вырежется, и будет все замечательно. И как я на каком-то канале смотрела, женщина рассказывала про другие каналы, где готовят. Она говорит, это вот, мол, типа попробовала сделать, спечь пирог, он там пригорел, ну так сделать нельзя, надо вот так вот делать. То есть там вплоть до того, что на кулинарных каналах даже есть люди, которые... То есть человек достает, снимают, как она достает пирог, и пока она этот пирог несет до стола, уже там совсем другой пирог ей вручают. Тот уже и запекся хорошо, и поднялся замечательно. Свои нюансы везде.
Так, опять я заговорилась, и все ушло у меня. Забыла, что сказали. Так. Надежда пишет, Оля, а вечером будете плести мельницу? Да, 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 обязательно. И вечером тоже, потому что, ну, про утренние эфиры меня просто попросила моя знакомая, которая тоже вечером не может плести, только может днем. Так, закрываем веревочку в 3 трубочки. Вот она прям видна, что здесь она одна поперек лежит. Вот под нее. А вечерние, как всегда. Оказалось просто, что утренние эфиры тоже многим нужны. Так, время у нас уже 12. Так, сейчас я закрою. Так, здесь получается, вот, видно прям две. Это идет уже не от этой веревочки. Вот две нам перекрывают дорогу. Значит, мы под две. То есть веревочка в 3 трубочки, обратная закрывается сначала без просто, потом под одну, а потом под 2. Так, вот она состыковалась, и здесь уже вот не видно, где, что, куда, откуда. Так, плести я буду, наверное, я так и оставлю. На следующем, завтра утром тогда про узор проговорим. Теперь расскажу, что нужно приготовить для того, чтобы сделать крышу. Вот у всех, наверное, есть вот такие вот ненужные эти. Вот ребенок уже изрисовал. Я выдрала отсюда то, что изрисовала она. А картон этот не выкидываю. Он пригодится не только сейчас, он вообще... Так. Спрашивали про клей ПВА. Вот я его перелила в баночку. Для того, чтобы... Сейчас про картон я расскажу дальше. Не в бутылке он был, а в баночке, да. Вот я буду добавлять завтра вот этот колер прям сюда, прям в клей. Это не лак, там клей ПВА обыкновенный налит, универсальный, строительный. И буду красить, получается, и сразу проклеивать трубочки, которые будут на... То есть можно заколеровать вот так вот клеем, если что, где приклеить надо, для того, чтобы вот эту часть... Понимаете, вот когда будет мельница, я очень долго думала, никак не могла придумать. Ну, если вы будете плести на заказ или дарить кому-то. Вот, если вот здесь вот будет хорошая крыша, просто у меня нету мельницы сейчас показать, все замечательно, а внутри вы увидите там или картон, или там приклеенный этот, ну, или там обои, или еще что-нибудь, ну, будет не то, что некрасиво, но просто это... Поэтому я думаю, что надо взять вот такую вот бумагу. У меня вот такая вот самоклеющаяся пленка. Она не очень дорогая. Я покупала, по-моему, за 150 рублей рулон. Но я знаю, что она стоит 45 рублей метр, что ли. Вот у нас в городе продается. Это не очень дорого. Вот приклею, чтобы внутри, когда сейчас я конус сверну, внутри был вот черенький. Будет красиво. А сверху мы будем... Потом надо будет подготовить связку трубочек, которые вам не нужны. Где-то около 40 штук. Связать их. Вот ненужные обрезки от трубочек. И эти длинные, и короткие. Чтобы потом... Ну, в видео там я показывала. Вот так я надставляю, приклеиваю. Потому что здесь, чтобы... Ну, короче, уйдут все запасы ненужных трубочек. Так, крышу, конус я сделаю. Я в мастер-классе все показывала. Сначала конус свернула, как я его... Нет, не сделаю, пока мы не сделаем не сплетем. Я забыла. Основание. Вот когда поднимем рисунок вверх, чтобы диаметр конуса вышел по нашему изделию. Высота и диаметр. Поэтому мы сплетем и сразу будем делать крышу. И тогда она потом высохнет, и потом решим, стоит выходить еще раз в эфир, делать
как это, украшать мельницу, или кто во что сам придумает. В принципе, все. Спасибо вам, девчонки. Да, Оля, у вас 12, у нас 16. У меня просто, да, уже все. Надо сейчас бежать за ребенком. Я не могу просто... Так, сейчас я час дочитаю конец. Очень приятно быть с вами на прямых эфирах. Спасибо. Спасибо всем девчонкам. Так. Не, я уже не... Подскажите, как выделить имя, если кому-то отвечаю в чате. Видела такое в желтой полоске имя. Как это делать? Я не знаю. Не могу вам подсказать. Это надо... Оля и Алла. Не могли бы вы сделать МК по спиральному послойному плетению? Я... Спиральному послойному плетению. Я только не могу понять. Я чуть-чуть не поняла. Спиральное. Спиральное плетение, это оно и есть спиральное плетение. Как послойное там может быть? Оля, спасибо большое. До свидания, девчонки. Всем, Алла, до свидания. Мы У меня есть такое плетение. Вот Лена пишет, у нее есть такое плетение, спиральное послойное. Я что-то не могу сразу сказать. Просто я знаю, что вид плетения. Чуть-чуть не понимаю я. Ладно, все, спасибо, девчонки. Жду вас завтра с утра. Да, вот, я же говорю, я первый раз слышу, чтобы спиральное было послойным. Я тоже такого не слышала, поэтому не могу сообразить, про что. Послойное — это послойное плетение, там что веревочка, что ситец, это просто послойка делается, закладывается за каждую трубочку. А спиральное — это отдельный вид плетения, которое вообще... Это просто спиральное плетение. Спасибо. Все. До вечера. Кто придет ко мне вечером? Вот, Алена пишет, что есть. Все, значит, надо смотреть у нее. Все, до свидания. До вечера или до завтра.